Всем привет! Bonjour. Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет вторая часть айсберга про торнадо. В первой части были первые 3 уровня, в этой части будут следующие 3 уровня, то есть 2 уровня, 4 и 5. Итак, первое видео в 4 уровне — это видео с торнадо, которое было в городе Гарвард в штате Иллинойс в 2008 году, и это видеозапись, как торнадо уничтожает поезд. Сначала один вагон просто сносит, потом следующий вагон тоже сносит. Это видео завирусилось и было популярным какое-то время назад, но это очень жутко и стрёмно по сравнению со вторым видео. Следующее видео из 2014 года, это было в штате Алабама, Грейсвилл, и это видеозапись онлайн-трансляции, которая велась из заправки со станции АЗС. Как я поняла, вроде как был какой-то марафон или что-то такое, то есть он не должен был вообще говорить про это торнадо, но получилось так, что начался торнадо, и все люди спрятались на этой заправке, и... Ну, не знаю, короче, это видео какое-то странное, потому что все пишут: «О, ты можешь буквально увидеть ужас в его глазах» и все такое. Я понимаю то, что они ужасно напуганы, потому что все здание просто трясется, хотя это не такое сильное торнадо, это торнадо уровня F2. При этом этот чел, который репортер, он такой типа: так стрёмно, все такое, он садится на колени, ну, то есть он пытается быть ниже, да, к земле, и он такой: да, здесь все трясется, это просто ужасно, все замирают на какой-то момент, и потом просто другой чел заходит, держит в руках какую-то коробку с яйцами, или я не знаю, что он там держит. Он такой просто стоит сзади него, а этот такой... И потом он как будто проходит дальше в следующую комнату, чтобы спросить людей: все ли в порядке, все ли у всех хорошо, и какая-то женщина просто стоит и улыбается и такая: да, у нас все хорошо, и ребенок там еще какой-то: да, все хорошо. Поэтому не знаю насчет ужаса в его глазах. Я как-то особо не заметила ужаса в его глазах, и вообще какое-то видео, ну, странное. Не понимаю, почему оно на этом уровне, потому что я не думаю, что оно такое жуткое. Торнадо уровня F2 — это даже не такое сильное торнадо. Ну, в любом случае, вот такое вот видео из 2014 года про торнадо, как люди прятались на заправочной станции. Следующее видео, оно называется «Семья прячется в подвале во время торнадо». Торнадо уровня F3, уже сильнее, чем то, которое было на заправке. Оно снято очень, не знаю, вот этот человек, который снимал, он, видимо, подумал то, что это все очень кинематографично после того, как уже монтировал это видео, потому что там какой-то странной последовательности разные шрифты используются, и вначале они вообще все время разные, потом какой-то один шрифт возвращается. Это должно быть драматично, но при этом это очень смешно. В какой-то момент во время этого торнадо я потеряла штаны, я потерял кофту, я потерял ботинки, и я бегал только в одних своих белых трусах. И я думаю, как это вообще возможно, что человек потерял, ну ладно, ботинки, допустим, но штаны, футболку, и почему он бегал? Ну, короче, это все очень странно. Ну, потом там все разнесло, чей-то гараж унесло в реку, и дом там у них был разрушен, и все, в общем, не прикольно, не забавно. И очень жутко, но при этом то, что он потерял всю свою одежду, мне кажется странным. Это было торнадо уровнем F3, оно было одним из 64 торнадо, которые были в составе одного аутбрейка. Помните, я рассказывала про супер аутбрейк 2011 года? Это был не супер аутбрейк, но довольно тоже масштабное явление в 1990 году. От этого торнадо никто не пострадал, в плане люди, конечно, пострадали, но никто не умер. Разнесло более 300 домов, были уничтожены бизнесы, жилые постройки, все такое. И подпись как бы к этому видео стоит то, что самая спокойная реакция на то, что твой дом был уничтожен торнадо. И я согласна, это довольно спокойная реакция. Я понимаю, что эти люди живут в такой местности, где это довольно часто происходит. При этом как-то он все еще слишком спокоен для человека, который потерял свои штаны во время торнадо. Вот, а потом он вышел и сказал то, что гараж его соседа снесло вообще в реку, полностью унесло. И он еще говорит то, что когда они идут по дому, видно то, что дом полностью разрушен, в какой-то части дома снесло как будто крышу, окна повыбивало, все такое. Но потом в конце он говорит то, что через пару дней дом вообще полностью рухнул, крыша обвалилась во всем доме, стены, пришлось заново отстраивать дом. То есть то, что он был разрушен во время торнадо довольно сильно, он еще больше разрушился, ну, через какое-то время. Но просто он весь упал. А вот это торнадо уже было F4, и оно было в составе вот именно этого аутбрейка 2011 года, когда пострадало очень много людей, и когда это было просто ужасное событие, да, я про это рассказывала в прошлом видео, но это торнадо предшествовало этому супер-аутбрейку за несколько дней до этого события, когда вот было очень много торнадо, и они все шли один за другим, почти покрыв все восточное побережье.
Это торнадо было за несколько дней до этого, и я думаю, что самое ужасное, где вообще можно оказаться, это во время торнадо, это в аэропорту, блин. Потому что, во-первых, там вот эти огромные окна, и я не поняла, почему люди там сначала хихикали, потому что, по-моему, это те же люди, которые потом начали орать, но из-за этих огромных панорамных окон видишь то, что там происходит какой-то просто ад, туда лучше не выходить, и прям через такие окна смотреть на то, что происходит снаружи, хуже, чем если находиться снаружи. Потому что если ты стоишь снаружи, то ты просто в куче какого-то хаоса, а с этими окнами кажется, будто ты в каком-то кинотеатре, и ты вот на все это смотришь, только это не кинотеатр, а реальность, и там происходит какой-то ад. При этом еще и в аэропорту очень много людей, и вот эти все огромные, блин, толпы людей, когда начнут паниковать, это будет хуже, чем торнадо. Потом начали, естественно, кричать то, что все отойдите от окон, все отойдите от окон, и все люди пошли, спустились вниз на какие-то нижние этажи аэропорта, начали прятаться, и потом, ну, это уже было после этого видео, этот аэропорт был вообще полностью разрушен. Никто не умер, но 5 человек серьезно пострадали во время вот этого происшествия. Потом аэропорт настолько сильно пострадал, что его закрыли прям на некоторое время. Ну, очевидно, наверное, да? Следующее видео довольно прикольное, если так можно сказать. Ну, вроде никто там не пострадал, поэтому... В общем, это было в Японии. Неизвестно когда, неизвестно где, но известно, что это Япония, скорее всего, потому что это новости японские, потому что все говорят по-японски. Суть в том, что когда дети играли в футбол, начался торнадо. И сначала я такая: о, забавно, это как то маленькое торнадо, через которое человек проходил, помните, на первом уровне? А потом этот торнадо превращается, блин, почти в огромное-огромное-огромное торнадо и уносит какой-то тент, все люди прячутся, ну, закрывают голову, потому что там куча песка, куча вот этого всего ветра. И, блин, я сначала, когда смотрела, такая: о, прикольно, что там такое торнадо образовалось, и потом, а потом оно становится огромным, и это вообще, конечно, ужасно. Но никто не пострадал, слава богу, все было нормально. Очень эффектное видео, как по мне. Следующее торнадо уровня F3, это было в 2021 году, совсем недавно. Последствиями этого торнадо было то, что были уничтожены более 1000 домов, разные бизнесы пострадали, конструкции, и погибло 12 человек. И это просто ужасно, потому что это торнадо было в декабре и ночью. Когда ночь и так темно, еще и вот эти кучевые облака собираются, становится как будто бы еще темнее ночью, чем потенциально могло бы быть этой ночью темно. В такой тьме вообще не видно этого торнадо, видно вспышки молний, которые сверкают, которые тоже происходят из-за этого торнадо, но при этом не видно ни обломки летающие, ни того, что даже очень сильный ветер в некоторые моменты, этого просто незаметно, и кажется, что просто темное небо. И это самое жуткое в торнадо, потому что если это ночь какая-то, и кто-то выглянул в окно и мог подумать то, что, ну да, это просто ветер, а потом вообще весь город смело этим торнадо. В общем, такое вот видео из 2021 года. Следующее видео это в 1990 году в штате Индиана. В этом видео это типичная торнадо, которая именно вот как труба такая, но вот это видео особенное, потому что на нем видно, как эта труба, торнадо, уничтожила фермерские постройки. То есть оно прошло вот так мимо, и это потом в слоумо еще. Видно, как оно уничтожило все, и все разнеслось вот так вот, и вот эти обломки летают повсюду. И это как раз не то, чтобы это самое страшное, что есть в торнадо, но это одна из таких прям очень опасных вещей, то, что может прилететь вот этими обломками. Не просто там куда-то сдуть или еще что-то, а вот именно вот эти обломки построек представляет огромную угрозу для людей, когда происходит торнадо, потому что все сносит, может задеть кого-то. Но вообще так просто жутко смотреть, как вот это все и все разрушено. Вообще, блин, это ужасно. И главное, сначала этот торнадо даже не кажется таким большим. Сначала кажется то, что это, ну, просто такой торнадо, а потом он приближает, и вот уже становится понятно то, что оно огромное. Следующее видео из 1991 года. Уровень торнадо этого, ну, то есть сила торнадо неизвестна. Известно, что это было, по-моему, штат Миннесота, Nurse Long Lake, что переводится как «Северное длинное озеро». Короче, суть в том, что началось это торнадо, и оно было над водой. И эти люди снимают это торнадо, и там, где они находятся, в этом домике возле этого озера, нету подвала, нету ничего абсолютно, где можно спрятаться. После съемки уже кто-то сверху этого видео прокомментировал то, что им некуда было даже спрятаться, и им вообще ничего не осталось, кроме как наблюдать и снимать, потому что что ты еще сделаешь? С таким успехом можно и заснять, я думаю. At a Minnesota lakeside cottage, surrounded by trees and without a basement, the only shelter might have been the bathroom or a central closet.
И они потом забежали в этот домик, и просто все снесло, окна повыбивало, еще что-то. И такой жуткий момент, когда дети подбегают к окну посмотреть или что, и он орет «Get away from the windows!» Типа, отойдите от окон. Им повезло то, что все обошлось, судя по всему, потому что торнадо прошло мимо этого домика, потому что дальше все утихло, и они такие «Вау, вот это жесть, тут это жесть!» И вроде они попытались выйти. Ну, то есть никто не пострадал особо, но при этом это очень жуткая ситуация, потому что что еще остается? Спрятаться в доме, но этот дом тебя не спасет, потому что в этом доме единственное место, где можно было спрятаться, это в ванной или в шкафу, который находится в центре комнаты. При этом, если бы это торнадо было бы чуть-чуть сильнее, это бы даже не помогло. Там, ну, спрятаться в ванной, может, наоборот, было бы хуже, потому что тебя бы завалило или еще что-то. В общем, безвыходная ситуация. И это забавно, потому что девушка какая-то или женщина в начале видеозаписи такая «Ага, we're done», что переводится как «Ха-ха, нам конец». Ну, смешного мало, но при этом вот такое вот видео. Также подпись к этому видео в самом айсберге о том, что вот нам очень повезло, то, что мы живем в современном мире, у нас есть доступ ко всем этим видеозаписям про торнадо, потому что это видеозапись из 1991 года, и в 1991 году посмотреть вот так вот в свободном доступе столько материалов про торнадо было вообще невозможно, нереально. И это так, не то чтобы это прям здорово, что люди снимали эти торнадо, как это все происходит, как формируется торнадо, как это все выглядит внутри торнадо. Ну, при этом это довольно завораживает, все пугает, и это прикольно то, что у нас есть доступ ко всем этим видеозаписям. Да, это комментарий от создателя самого айсберга, при этом я с ним согласна. Следующая видеозапись — это видеозапись из 2013 года из штата Миссисипи. И это самая сильная торнадо в штате Миссисипи с 1908 года, которое было в этом штате. И это видео снято, эти люди, они типа торнадо хантерс, они охотники за торнадо или что-то такое. Это те, кто, когда происходит торнадо, не пытаются спрятаться, а специально пытаются записать его на видео. То есть они все это время, пока видео происходит, они постоянно что-то говорят, еще что-то. Это на самом деле довольно смешное видео, потому что Майкл никак не может заткнуться, потому что ему страшно. Он постоянно что-то говорит в духе «О, господи, какое торнадо!» Еще что-то. То есть он паникует из-за того, что там гигантская торнадо, они сидят в машине, его снимают, преследуют торнадо. И он что-то выкрикивает периодически. А тот, который снимает это все, Скотт, он постоянно говорит «Майкл, shut up! Майкл, заткнись!» Или еще что-то. И там шутки в духе «В следующий раз, когда мы пойдем охотиться за торнадо, мы не возьмем Майкла с собой». So you're doing fine. No! Michael, I got it, man! Еще и тоже забавно то, что тот, кто снимает, он постоянно говорит continue, continue, continue водителю, потому что он имеет в виду, что продолжай ехать. Ну, и вообще он ему говорит там то, что вот, а теперь едь помедленнее, а теперь давай побыстрее, и все такое, чтобы получше снять это торнадо. И я не знаю, я бы, наверное, таким заниматься не стала, потому что это торнадо выглядит очень опасно, вокруг очень много обломков летает, и это все прям выглядит... Ну, я не знаю, я бы, может, и хотела поохотиться за каким-то торнадо, но точно не за таким. Это слишком мощная торнадо, как по мне. И еще что странно в этом видео, то, что видео начинается с того, что они звонят, экстренная служба, но именно связанная с торнадо, как я поняла. То есть они звонят и говорят то, что «Воу, вот здесь вот происходит, ну, капец, какое огромное торнадо». При этом сирены, которые должны предупреждать о том, что торнадо происходит, они не работают. И все такое. Включите сирены или сделайте что-то, чтобы люди знали о том, что торнадо происходит, потому что это тоже было вечером. Потом, когда уже накаляется вся ситуация с торнадо, и он говорит по телефону этой женщине то, что «О, мне пора идти». Ну, то, что мне пора сваливать отсюда, до свидания. Я вам сказала, что здесь торнадо, все, пока. Видео само по себе одновременно жуткое и довольно забавное, потому что именно из-за комментариев тех, кто снимает, оно забавное. Но и заканчивается оно тем, что они видят то, что обрушились, упали столбы, которые держат провода.
То, что они, во-первых, упали, во-вторых, там нельзя проехать дальше, и то, что люди пострадали, они комментируют то, что вот пострадали люди, и они говорят то, что все, мы не будем продолжать, охота за торнадо закончена, все, либо давайте уедем, либо поможем, либо что-то сделаем, потому что, ну, то есть все, больше снимать не будем, и на этом видео заканчивается. При этом видео само по себе довольно интересное, и, ну, такое, не знаю, из-за этих комментариев еще тоже так, оу-оу. Немного Майкла жалко. Зачем он вообще тогда решил охотиться за торнадо, если ему было так страшно? Хотя, блин, конечно, ему было страшно. Oh my gosh, there's people injured. Okay, we're going. Let's All right, slow. We can't. Stop. We're done. We're done. Chase is over. We're done. Chase is over. Let's go. Chase is over. Следующее видео — это видео из Канады, и написано, что это единственное торнадо уровня F5, которое было в Канаде. 2007 год, какая-то Матитоба, что ли. И это как раз-таки торнадо, которые вот, когда ты думаешь про торнадо, это то, что ты себе представляешь, что это жуткая труба, а не то, что было в предыдущем видео, когда это просто какой-то шторм, что-то там огромное, что-то летает. А это именно вот такая вот труба. При этом это выглядит так стрёмно. Вообще, блин, я не знаю, почему-то это видео меня напугало гораздо сильнее, чем то, которое про Майкла. Не знаю, это выглядит очень так жутко. И они просто едут дальше. Там какие-то новости, вообще не об этом даже. Не о том, что торнадо происходит. И они просто мимо едут. Я, конечно, понимаю то, что, ну а что тебе остается, если ты там едешь куда-то? Ну да, тут торнадо, но просто все люди вокруг куда-то едут, что-то делают, а там вот эта вот ужасная огромная воронка. Ну, видео, конечно, блин, жуткое, вообще жутко очень. И еще и странно, что это в Канаде тоже. И еще и самое интересное, это то, что это торнадо было очень непредсказуемое, очень опасное и злобное, короче, торнадо, которое постоянно меняло траектории, и плюс оно от торнадо уровня F0 до торнадо уровня F5 превратилось, ну, то есть этот процесс формирования прошел очень быстро, и оно начало еще и неожиданно передвигаться, и то есть это все было очень-очень жутко и опасно, и при этом это еще и выглядит так стрёмно. Вот такое вот видео. В следующем видео мы с вами возвращаемся опять к 2011 году, к этому супер аутбрейку. Это было в штате Алабама. Это торнадо уровня F5 убило 71 человека. От этого торнадо пострадало смертельным образом больше всего людей за весь этот аутбрейк 2011 года. При этом это самое большое количество смертей от торнадо в штате Алабама, в истории штата Алабама. То есть это было, если не самое сильное, то одно из самых сильнейших торнадо, которые вообще произошли в 2011 году, вот во время этого супер-аутбрейка. И само видео, ну, опять же, вот здесь, как и на предыдущем, нету такого четко выраженного вот этого столба торнадо, нету этой воронки, ты не видишь само торнадо, при этом уровень ветра очень сильно визуально виден, потому что все нафиг сносит. И видно, насколько это было бы опасно находиться в такое время на улице или вообще где-то в этой местности, не глубоко в бункере под землей, потому что вообще все вот так вот сносит. Да, вот такое вот видео, это, блин, весь этот супер-аутбрейк 2011 года, это, блин, просто ужасное событие, и, насколько я знаю, это самое жуткое из всего, что было про торнадо. Кстати говоря, я узнала то, что было в... Помните, я говорила, интересно, были ли торнадо в России? В России были торнадо, во-первых, это все, что я пока что скажу, потому что, может быть, я сделала про это тоже видео, но в Москве было торнадо в 1904 году, и это даже было задокументировано и публиковалось в каких-то газетах, и даже остались типа фотографии. Торнадо прошло прямо по Москве и снесло какую-то деревню, которая находилась на севере Москвы где-то, плюс-минус в Подмосковье каком-то, но оно было прямо в Москве, и это был огромный смерч, который был в Москве. Это так странно, мне кажется, ну, потому что это очень несвойственно этой территории. При этом, да, вот такое вот было один раз. Следующее видео — это запись видеокамеры, которая во дворе установлена. И видно, как торнадо снесло часть забора и дома, и, блин, это выглядит так, будто ветер просто откусил вот этот кусок смачный от всей этой конструкции, и тоже, блин, это жестко вообще. На следующем видео почти не видно торнадо, но это торнадо уничтожило вообще полностью целый город маленький. Это было в 2007 году, и это было самое первое торнадо, которое оценили уровнем F5 по новому рейтингу, про который я рассказывала в прошлом видео. От F0 до F5. Это был первое торнадо, которому был присвоен самый высокий рейтинг вот в такой системе измерения. Погибло 5 человек, и 95% конструкций в этом городе было уничтожено.
Только 5% каких-то домов, построек, еще чего-то осталось, все остальное было просто снесено. Это было одно из самых жутких торнадо, это было в Канзасе, в городе Гринсбург. Зная о том, что это такое, это смотреть, конечно, просто ужасно. Но так особо ничего не видно, конечно, потому что темно. И этим совершенно ужасным видео мы заканчиваем 4 уровень. Это видео уже получается просто огромным. Скорее всего, это видео будет больше, чем предыдущее, и это я только охватила. И я решила, что на этом я видео закончу. И я надеюсь, видео вам понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Скоро будет 3-я часть айсберга про торнадо. Всем спасибо за просмотр, всем пока!